И что ж, всем привет, ребят! Мы начинаем проходить такую прекрасную игру, как Stanley Parable, то есть притча о Стэнли. Стэнли, я так понимаю, это главный герой. В общем, давайте сразу быстренько расскажу, что ожидать этой игры. Это укуренная наркоманская игра. Ну нет, конечно. Она очень прекрасная, интересная. Она немного такая, в общем, вынос мозга. Вот, игра под названием «Вынос мозга». Потому что, ну, тут будут невероятные вещи происходить, на которые мы будем с вами смеяться, прикалываться. И надеюсь, что вам понравится так же, как и мне. Надеюсь, и мне понравится, хотя мне обязательно понравится. Я уже не зря же ее прям так все взялся только за нее. Вот. Посмотрите, у нас даже тут компьютер, в нем компьютер, а в нем компьютер, а в нем компьютер, а в этом компьютере компьютер. Ладно, давайте начнем игру. This is the story of a man named Stanley. Вот, я угадал. Стэнли. Братишка. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at Идеальная his работа. desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. В прямом Orders came to смысле? him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, Долго. and in what order. This is what employee Интересная 427 did работа. every day of every month of Я every бы там year. умер. And although others might Спустя have минут considered it 10, soul, наверное. Stanley relished every moment Каждый the раз. orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Как мил. Ты был счастлив в такой работе. Мужик And then one неудачник. day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Что же произошло? Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Понятно, нам даже будет говорить, что нам нужно делать. Ну окей, ну-ка, давайте посмотрим. Ага, прыгать нельзя, бегать нельзя, а тела у нас нет. Ну, такая простенькая игра. Время. 11... Твою мать, Илья определил 11:25. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ребята! Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had Ребят, simply missed a memo. Ребят, ну куда вы пропали все? No Бросили matter how меня здесь hard Stanley одного. looked, he couldn't find a Может, trace позвоните? of his co-workers. Лол, как? А? Что? Что? Ладно, неважно. О, компик. Куда все делись? Кинули меня, бросили одного. Все куда-то пропали. Оки-доки. I hate Mondays. Все не любят понедельники. Учеба, работа. Но все проходит. Все заброшено, везде эти... Все не любят понедельники. Там топливо. Оба. Ага, When вот. Stanley came to a set of two open И вошел... doors, he entered the door on his И left. вошел в дверь слева. Ну вот, ребят. Первый из выборов. В этой игре будет огромное количество таких выборов. И, блин, нам нужно принимать решения. И это... Что тут невероятно, походу, будет происходить. Не знаю, давайте начнем необычно. Я думаю, было бы логично начать послушать сначала его приказ, но я подумал, зачем? Давайте пойдем направо. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Конечно. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Все двери не открываются, поэтому я их даже не трогаю. Ну, давайте проверим. Да, не открываются. Тут, если есть путь, то он логичный обычно. То есть дверь открыта там. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Окей. О, хорошо здесь. Стою, наслаждаюсь. Ну-ка. Скажешь еще что-нибудь? Похоже, нет, да? Yes, really worth it being here in the room.
A room so utterly captivating that even though all Нормальный your стул, это co-workers чё? have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Стоило того, ты чё, а? Ну-ка еще что-нибудь скажет. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his Поэтому все overall ушли из personality. того, что... It's possible that this is why everyone left. Семья. Да я нормальный, ты чё? Опа. Ну-ка. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game Блин, was даже trying to такие send him a вещи message. продуманы, что стоишь где-то, он тебе что-то рассказывает. Так, ну, давайте пойдем дальше уже. Я думаю... But at last, he had enough of the amazing room and took the first open door Зашел on в his дверь left слева, чтобы to get вернуться back к to делу. business. Ну, блин, ну такое, да? Блин, и там еще, видимо... Вот видите, да, выборы, везде выборы. Ладно, давайте пойдем сюда. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Так, это закрылось. Осторожно, не прыгайте с экскаватора, пока он в движении. Это вызовет смерть. Спасибо. Миссус. Не знаю, что такое миссус я сейчас. Но, в общем, $1000 за штраф. И... Если мы спрыгнем, в общем, с этого лифта, то штраф $5000. Я думаю, знаете, какой штраф будет? Штраф под названием «Наша жизнь». Ну-ка, опа. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Не враг, не I враг. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Конечно, дам тебе шанс, но как-нибудь в другой раз. Мы, по-моему, еще ни разу не послушали, да? Мы пошли направо, когда он нам сказал, потом пошли опять направо, потом здесь спрыгнули лифт вместо того, чтобы доехать. Ну, ладно. Табличка под названием «Опасность». И на ней написано «Опасность везде». Отлично такое предупреждение. Опасно, опасность везде. Так. Ну-ка. Осторожно. Не стойте на этой стороне забора. Ну, это, видимо, просто... Ну, это уже не смешно. Несерьезно. Опа. Опа. Блин, куда я попал, а? Надо отыгрывать роль Стэнли. Что происходит? Now listen carefully, this is important. Кто со мной разговаривает? Стэнли зашел в красную дверь. В красную дверь. Он мне враг. Блин. Вот. Послушаемся, не послушаемся в этот раз, а? Блин, сколько выборов, А еще ведь... Ой. Ладно, ну-ка. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Серьезно? Теперь выхода нет. Блин, то есть это еще один выбор? Лол, что, серьезно? Нет, я хочу синюю. Тихо. Итак, ребят. В общем, какая-то у меня небольшая проблема случилась. Я не знаю, что-то с русскими комментариями. То есть на этот момент, вот когда заходишь второй раз в синюю дверь, игра вылетает. И как бы... Ну, то есть это официальная игра от Steam, у меня куплена через Steam, она вылетает. Это было грустно, мне пришлось опять вот это все быстренько пробежать до сюда. И я отключил комментарии русские. Видимо, вот такие моменты у нас будут. Я не знаю, сейчас включить можно или нет, давайте попробуем.
Так, если что, потом... Надеюсь, все нормально будет. Так, полный комментарий. Ну что ж, Стэнли пошел через красную дверь, и тут такие стрелочки туда, ну пошел туда быстро. А я хочу все равно в синюю. Так, пожалуйста. О, все хорошо. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop что you. работает, самое главное. Ты уж испугался все. Думал, трагедия. Ну ладно, все хорошо. Ух, ё-моё. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Прям, да, вот знаете, вот опять, да, если бы я прошел все это, то есть у меня опять 3 выбора будет или нет? Или я типа вернусь к стандартному ходу истории? Ну ладно, давайте новый дизайн посмотрим. Все такое оранжевый. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Ну знаешь... Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Мне дали выбор, да? Ну, мне нравится. Мне нравится. Давайте на твердую четверочку. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. А? Что? Твою мать, что? Лидеры рекорды прохождений. Ты знал, что 21,3% игроков пропускает начальное интро? И тут Стэнли. Типа я на последнем месте. 9328 из 9328. У тебя есть друзья, у тебя нет друзей. 98,9% игроков более привлекательный, чем Стэнли. Это твой противник следующий, типа. Я отстаю от него на 4 часа по прохождению. Это мертвая крыса. Меня обогнала мертвая крыса. Что? Это забавно. Так, и куда мы пойдем? Опять сюда, что ли? Блин, у нас опять... Ой, сколько... Ну ладно, давайте опять сюда зайдем. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Не мотивирует! Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Конечно. Perfect. Let me boot it up. Ну-ка. Нас какую-то другую игру переносит. In this game, the baby crawls left towards danger. Что? You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours.
So why don't you give it 4 hours of 4 часа. Be sure to keep notes on your experience. Тихо. Блин, у меня жаль ребеночка. Это какая-то... Ну-ка, давайте чуть-чуть подержим, посмотрим. Скажет нам что-нибудь или нет. Какая добрая игра. Мне сейчас мозги лопнут, ладно. Гори! You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience. I'm not even gonna try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Ну-ка, мне уже интересно, кого сейчас сжигать. Твою мать! Твою мать! Well, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a great artistic purpose. Watch this, Stanley. Вы издеваетесь? I'm going to build a Я house. пообещал, что я никогда в жизни в эту игру больше играть не буду. This will go here. No, Майнкрафт? here. And then... А прыгать я могу. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed of your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Блин. Ладно, это всяк... Я главное... Я вот этого вообще никак не ожидал. Даже... Ладно. Даже ребенка шить нормально. Поиграть... Нет, ну ребенка шить нормально, это я, конечно, загнул. Поиграть в Майнкрафт внезапно так. Ладно, а дверь можешь закрыть? Ну-ка. Давайте. А это... Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Алмазы очень... Слушай, Stanley, we have to go mining. хорош. Алмазы здесь сложно добывать. Я знаю. Я знаю, серьезно. Ну, ко мне интересно, я, наверное, никогда, если упаду, то все. Блин, может, есть прыжок? Господи, это серьезно интересно очень, блин. Actions. Смотрите вверх. Угу, нету прыжков. Присесть есть зато. Ну ладно. Ну давайте, добывать алмазы. А тут будут эти, как крипы. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Есть ли факела? Нет, наверное, у меня факелов с собой. А тут вроде не очень темно. Уголь, уголь. Ребят, уголь. Нужно Коляна. Добывать уголь нужно. Так, блин, а... Где кирка? Где лопата? Будут, интересно, монстры? Эй, эй. Oh, no. Железо! This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Новая игра. Мне же интересно. Okay, new game. Ой, монстры! Лол, там реально были... Блин, монстры, крипы. Я сам путаюсь, короче, забейте, ребят. Что это? Портал, твою мать! I don't even know what this game is, but I love it. Жесть. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. Это пар... I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious.
Let's go find out what the hell this is. Вы шутите, блин? Ну, это просто что-то с чем-то. Как? Какой портал? Откуда? Что? Разработчики этой игры открыты достижение You Can Jump. Вы не можете спрыгнуть. Ну ладно. Выборов... Oh, it's a puzzle. А как? Stanley. You're forte. О, Да вы шутите, что ли? Ребята, это серьезно портал. Над нами там вот эта Гладос, которая там была, да, в портале, издевалась. Теперь этот мужик над нами издевается. Все над нами издеваются. Бедный... No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my... Бляха. Твою мать. Блять, я ничего не понимаю. Что? Здесь даже как-то жутковато немного. Ой, блин, у меня аж дрожь по телу пробежала. Знаете, как будто реально, да, попал в баг какой-то. Как будто я внутри бага бегаю. Тут везде провалы, это немного страшно. Я ничего не вижу. Такое чувство, что реально внутри бага. Офигенно, блин, вот это так круто сделано. Надо играть роль Стэнли. Куда я попал? Не, мне кажется, если бы я на его месте, я был, знаете, наподобие такого. Можно я здесь присяду просто? Ну, походу, нам еще ниже надо падать. Или тут есть какой-то выход? Блин, я сомневаюсь, что выход есть. Так. Вон туда можно, наверное, как-то попасть. Нет, походу нельзя. Ну ладно, давайте падать. Твою мать! Что происходит? Я так полагаю, я какую-то концовку, знаете, одну из самых крутых, видимо, выбрал. Или это одна из самых обычных концовок. Бляха, почему здесь так страшно? Ой, здесь так жутко. И мужика этого нет. Я без этого мужика не могу, я уже к нему привык. Ой, блядь. Я такое чувство, что, не знаю, в хоррор какой-то играю. И тишина, блин. И у меня дома тихо. Я привык, что он разговаривает. Мне страшно. Свет. Ну-ка, там было еще проход небольшой был. Лол. Узнаете? Вот это, да, начальные две двери? Ну-ка, если я пойду вправо. И еще правее. Здесь поверну налево. Здесь должен быть вот этот конференц-зал. Я пойду, короче, я отсюда к тому свету. Ой, у меня такое чувство, что здесь... Ой, ну нахрен, короче. Валим. Я знаю, что это тут... Это не игра ужасов. Я уже, блин... У меня мурашки уже по коже раз 10 пробежали. Сейчас сваливаем, короче, к свету. Ой, не оглядываться, ой, не оглядываться. Твою мать, пожалуйста, никаких страшилок, ужастиков. Что? Мне кажется, или...
If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out Да, of the мне chaos стало and и the fear страшно, and и the confusion. непонятно. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Ждем тебя. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Жуткий мужик. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ну-ка. Так, ладно, загрузка какая-то. Просто, я вам отвечаю. Я вам... Так, все понятно. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Итак, ребят, это, видимо, была одна из первых концовок, которые мы обнаружили. Ну что ж, я вам смогу сказать, это было что-то с чем-то. И это только первая концовка. В этой игре их просто море, так что, как вы поняли, здесь и юмор, даже страх, даже, блин, бред, когда мы там сжигали младенца или играли в Майнкрафт. В общем, непонятная игра с непонятными такими вещами, но при этом это все и весело, и эмоционально, и очень классно. В общем, я надеюсь, что вам тоже понравилось, потому что меня захватило. Вот. Посмотрим, в общем, что нас ждет дальше. И увидимся в следующей серии.